Дядюшка – это своего рода добрый родственник, к которому ты относишься хорошо, но его постоянное желание прилечь и выпить вызывает недоверие в семье. Однако я все-таки уверена, что его работу недооценивают. Каждый раз перевозить всех товарищей из пункта А в пункт Б, каждый раз разбирать и собирать сумки и мини-палатки – это, между прочим, такая же работа, как грабить банки и неудачно уходить от погони. Самым важным достижением дядюшки стала помощь в постройке дома. Именно он объяснил Джону, что этот домик на курьих ножках никому не интересен и надо строить нормальное ранчо. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. Place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Именно он уточнил, что выращивать на этой высохшей земле ничего не получится, и максимум, что можно тут делать, это заниматься скотом. Именно дядюшка узнал про Чарльза, и он полностью заслуживает постоянного отдыха. Дело в том, что старость в 21 веке и в 1899 году это не одно и то же. Да, дожить даже до 50 можно было, однако даже несмотря на то, что алкоголь может и не убьет тебя, то убьет любая живность, которая может заползти к тебе в дом. Что хорошего в глухомане в 82-м? А? Сейчас скажу вам правду. Мы живем в ужасные времена. Американский Запад – отвратительное, жуткое, грязное, жестокое место. Осмотритесь. Здесь буквально все живое хочет тебя убить. Алкоголики, преступники, злые шлюхи, голодные звери, болезни большие и мелкие травмы, индейцы, погода. Даже в сортир ходить опасно для жизни. Когда я выхожу в нужник, я каждый раз гадаю, вернусь ли живой. Потому что вокруг него ползают гремучие змеи. И даже если я вернусь, знаете, что меня убьет холера? Слыхали про холеру? Черный дрист. Черный дрист. Новый обладатель титула «Мерзейшая зараза месяца». И если вы убережетесь от всего этого, знаете, что вас убьет? Проклятый доктор. От доктора не уйдешь. И как-то раз простыл, иду к нему, и он мне говорит: тебе нужен ушной ноготь. Это ноготь? Прямо в ухо, что ли, его? Вот это современная медицина. Док, что-то у меня 37,6. Тебя должен легнуть осел. Да, даже наш пастор убил 2 человек. Наш пастор. Нет. Честное слово, одного на дуэли, а потом пошел и убил его несчастного сына, чтобы тот не отомстил ему, когда вырастет. Но откуда ты это знаешь? Да он сам все рассказывал на проповеди. О том, как важно думать вперед. Кстати, смотрите, видите вон тех ребят? Ребят серебряной шахты. Знаете, что они едят? Ребра в огненном соусе. Они едят только острую пищу. На завтрак, обед и ужин. Из-за чего? Потому что их небо так безнадежно задубело от паров ядовитого газа, которыми они дышат в своей шахте, что только это они чувствуют. Знаете, что дает такая диета? Запоры, судороги, диспепсию, печень прощай, почки на вылет, геморрой, воспаление кишечника. Эти люди умирают от одного бука. При этом вся банда пила как не в себя, и учитывая возраст и образ жизни, дядюшка в свои года уже слишком сильно устал. Да, Хозия намного старше, однако он был умнее, а дядюшка был обычным фермером без особой тяги к знаниям, приключениям и авантюрам. Он не особо участвовал в ограблениях, однако один раз у нас даже есть с ним задание, но он облажался. Бандит из него был не очень, но его смекалка приходилась в более приземленных и бытовых делах, таких как постройка ранчо. Здесь дядюшка развернулся во всей красе, чем сильно бесил Джона. Чарльз реагировал на деда вполне спокойно. Да, где-то дядюшка был не особо приятен, однако я все равно не могу объяснить, чем же вызвана такая бурная реакция Артура на местного алкаша, если в итоге ему никогда не поручали серьезные задания. В отличие от Артура, дядюшка не был кому-либо привязан и таким образом спокойно смылся вместе со всеми, когда приехали Пинкертоны. Дед оказался сильно живучим и через несколько лет встретился с Джоном. Он даже смог пережить ужасные ожоги, хотя я думала, у него сердце все-таки остановится, но нет, он справился. Да, он не таскал особо тяжести и не строил дом вместе с Джоном, однако его идея действительно позволила Эбигейл снова увидеть любимого мужчину, и она обрела дом. И это именно благодаря дядюшке. Джон бы до этого не додумался. Дядюшка абсолютно безобиден, и никакой жестокости в нем нет. Дед просто хотел выжить и сделал это, а в то время это уже достижение. Дед принимает участие почти во всех главах и постоянно напоминает о себе в небольших диалогах или своим видом. Несмотря на то, что он не фигурирует в жизни Артура, дядюшку невозможно забыть. Он крайне карикатурен и рассказывает интересные истории. Также дядюшка хоть и не лезет во взаимоотношения Майки и Дача, однако он, как и Артур, Джон и Эбигейл, начали тревожиться и не доверять Майке. Да, может, он и не умел красиво изъясняться, однако при этом все человеческие чувства ему не чужды, и он понимал, что происходит что-то неладное. Дед-алкаш отлично вписался в дом Марстонов и остался там жить и помогать, однако
однако Эбигейл, как и все, также кричала на него, но несмотря на это, дядюшке выделили отдельную комнату. Я внимательно наблюдала за ним и поняла, почему же его вечно пытались заставить что-то делать. Дядюшка за все время накосячил только один раз, однако при этом такой же косяк, а именно ошибка с наводкой дилижанса, был у Лени. И Лени, получается, не так виноват в силу возраста, а дядюшка огреб по полной. В этом плане я согласна с Майкой, который сказал Артуру, что когда ты виноват, это не так страшно, как другие. Same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn... К дядюшке действительно относились пренебрежительно, в основном из-за того, что он пил. Я не люблю алкашей, однако я не могу отметить, что из всех членов банды он накосячил один раз, в отличие от других. Он и делал-то мало, но все равно он не заслужил столько негатива в свой адрес. Его просто недооценили по достоинству, так как его познания не опирались на дела банды. Дед был бы прекрасным работником в обычной жизни, однако я не отрицаю, что его лень и любовь к быстрым деньгам погубила деда. Да, человеческие пороки ему также не чужды, и говорить, что дядюшка абсолютно бесполезен, неправильно. Мы любим дядюшку таким, каков он есть, и я благодарна ему за самую лучшую идею в жизни Джона – снести халупу и построить настоящий вестерский дворец.